Здравствуйте, дорогие друзья, гости, подписчики канала Чучо ТВ. Сегодня у нас ножевая тематика. Но мы поговорим не только о ножах, но и о 3D печати. Ведь это прекрасный инструмент создавать уникальные вещи. Поэтому усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Как вы помните, в прошлом видео я рассказывал о замечательном шеф-ноже от компании Debbie Kitchenware Store. Он показал себя великолепно в работе, сделал 180 резов каната и при этом резал бумагу как масло. Также мне понравился вот такой вот мясоруб в прекрасном замечательном чехле. Очень удобный, интересный инструмент, который приятно держать в руках. В принципе, его можно использовать как дома, так и на природе. Как вы понимаете, эти ножи имеют огромные габариты, и не каждая женщина способна работать вот с таким вот большим инструментом. Да и в повседневной готовке зачастую используются вот такие вот короткие овощерезы, чтобы можно было удобно почистить там картошку, бурячок, лучок, какие-то небольшие продукты. Перед вами несколько видов бюджетных овощерезов, которые с первого взгляда кажутся достаточно удобными. Но на самом-то деле моей супруге не понравился ни один из них. Самое смешное, что самым удобным для моей супруги оказался вот такой вот дешевый бюджетный ножичек, купленный в ближайшем магазине. Здесь используется достаточно простая геометрия рукояти, но при этом в руке лежит очень хорошо. Но самым главным минусом этого ножа является очень слабый мягкий металл, который тупится после каждой третьей резки. И при каждой переточке, видите, лезвие начинает заужаться. Поэтому такой нож я точно не рекомендую покупать. Исходя из вышеперечисленных параметров, в компании Debbie Kitchenware Store я купил вот такой вот замечательный овощерез. Он идет со специальным тканевым чехлом. При этом хочу отметить, что чехол не самого лучшего качества, а именно материал. Из-за того, что это ткань, хранить в таких ножнах клинок совершенно неудобно. Потому что при любом изгибании, видите, можно его просто проткнуть. Но о нем мы поговорим детально чуть позже. А вот, друзья, и сам клинок. Стоимостью всего лишь $10. Имеет прекрасную красивую геометрию рукояти. В руке лежит просто великолепно. При этом имеет очень удобный обхват. В качестве материала используется дерево разных цветов, которое соединено латуневыми заклепками. При этом красоты добавляет вот такая вот проставочка и латуневая гарда. Но явно, друзья, такая ручка выглядит дороже, чем $10. Толщина обуха у нас составляет 2 мм. Сведение клинка 0,8. Ширина спуска 10 мм. К сожалению, материал клинка не указан на сайте, но продавец утверждает, что более 50 по роквеллу. Берем советский надфиль, который прекрасно царапает стекло. У него твердость явно больше 60 по роквеллу. И пытаемся загладить немножко острый угол. При этом угол у нас немножечко затерся. То есть здесь явно менее 60 по роквеллу, но более 50. Где-то в районе 55. В любом случае, друзья, такая твердость для овощереза даже более чем достаточно. Также мне очень понравилась в клинке заточка. Прямо с завода нож идет достаточно острым. Он, конечно, не бреет волосы, но для кухонных нужд этого и не нужно делать. Ведь любая домохозяйка может просто сильно пораниться. Сразу хочу отметить, что я его не перетачивал. Проведя несколько раз по мусату, мы получаем очень высокую остроту. Вплоть до того, что нож начинает брить волосы. Это еще раз подтверждает высокую твердость металла. Моя супруга уже попользовалась этим ножом. Ей он очень понравился. Очень удобно чистить картошку, бурячок, лучок или какие-нибудь мелкие продукты. Также данный нож можно использовать и на природе, ведь он очень удобен. Удобен в руках, удобен в использовании. Здесь правильная геометрия режущей части. При этом длина лезвия составляет 9,5 см, а длина рукояти 10. И при этом стоимость этого чуда всего лишь $10. Он однозначно стоит своих денег. Но, как я уже говорил ранее, с ним в комплекте идут не особо качественные ножны из материи, которые очень быстро прорезаются, прогибаются, и, соответственно, транспортировать такой клинок в таких ножнах я не рекомендую. Поэтому в программе Autodesk Inventor я спроектировал специальные ножны под этот клинок и распечатал их на 3D принтере из пластика КПЭТ. Вот так вот выглядит лицевая часть наших ножен. Мне кажется, очень симпатично. Внутри у нас есть специальный вырез глубиной 1,2 мм. Плюс идет посадочное место и спуск под лезвие, а также посадочная под рукоять. Если приложить наш клинок, то все становится просто идеально. Две половинки ножен нам нужно соединить между собой винтом М3-6 и гайками М3. И вот, пожалуйста, готовый результат. Берем наш клинок и вставляем в ножны. При этом они даже не выпадают. Для удобства использования и ношения на поясе с обратной стороны нужно добавить еще кусок кожи с петлей и обхватом. Вот как здесь на тряпчаном. Но даже сейчас можно использовать эти ножны по полной программе. Например, на природу или выезд на рыбалку, на охоту. 3D модель данного девайса я выложу в своем маркете.
а также под видео в описании. Но на этом, друзья, обзор наш не заканчивается. Так как ко мне из Китая приехала вот такая вот замечательная ручная точилка от той же компании Debbie Kitchenware Store. А вот, друзья, и сама точилка. Как уже обратили внимание, она имеет внушительные габариты. Но это обусловлено в первую очередь безопасностью. Чем больше точилка, тем дальше руки находятся от режущей части и, соответственно, безопаснее. С обратной стороны есть специальные накладки антискользящие для гладких поверхностей. Данной точилкой можно точить ножницы и ножи разной плотности и твердости. Для заточки ножниц у нас есть специальный внутривалик, который имеет возможность проворачиваться в зависимости от того угла, который у нас используется в ножницах. И это очень удобно и правильно. То есть мы вставляем сюда ножницы. Видите, цилиндр у нас выравнивается, исходя из нашего угла заточки. То есть делаем вот такие вот движения вперед и назад. Сразу хочу отметить, что эти ножницы у меня рабочие. Поэтому я ими режу все подряд, включая даже мягкий металл. Ну вот после такой вот короткой манипуляции они режут просто как масло. На второй ячейке используются под углом твердосплавы, которые часто применяются на резцах токарных станков. На третьей ячейке идет грубый абразив. Четвертая ячейка идет керамическая, по типу мусата. А теперь давайте попробуем заточить вот такой дешевый китайский овощерез. Видите, да, он вообще тупой, как сибирский валенок. Делаем протяжку на втором слоте. Пытаемся делать рез. Но уже, по крайней мере, он начинает резать. И это радует. Переходим к третьему слоту. О, друзья, уже режет намного интереснее. Переходим к последнему слоту. Учитывая, что это мягкий материал, дешевый ножик, то этой заточки более чем достаточно, чтобы, например, резать овощи, фрукты, яблоки, там картошечку почистить. То есть такой заточки достаточно. Как видите, друзья, точилка справилась со своими задачами в принципе неплохо. Но все равно качественную заточку можно получить только на профессиональном станке, о котором я уже в принципе неоднократно делал видеообзоры. Ну а что касается клинка, друзья, то я остался очень им доволен, потому что он однозначно стоит своих $10, даже больше. Качество просто великолепное, внешний вид, удобство, очень хорошая твердость металла, качественная заточка, ну все то, что нужно. И если вы его купите, вы однозначно не пожалеете. Ссылочку на него скину под видео в описании, а также на магазин Debbie Kitchenware Store. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. До новых встреч. Пока.